Ребят, честно говоря, это очень больная тема. Я этим вопросом занимаюсь уже 1,5 года. Просто так подписать какой-то один состав, чтобы назваться мультигеймингом, это не про нас. Много друзей сразу вдруг начало появляться после повышения. Всем привет, меня зовут Алексей Слабухин, известный как Magician, в узких кругах и фокусник. Я являюсь SEO киберспортивного клуба Hellraisers, и я здесь, чтобы ответить на ваши вопросы, которые вы задавали в комментариях. Надеюсь, будет интересно, пару вопросов посмотрел, постараюсь не скрывать особо ничего. Спасибо. Ситуация была на самом деле довольно забавная. На тот момент я уже имел работу, но моя лучшая подруга предложила мне поработать СММщиком на одном проекте Hellraisers. Я решил попробовать, почему бы и нет. Пошли попробовали, вроде все получилось. Ну и потихоньку был СММщиком, маркетологом, и потом прошел этот весь путь по карьерной лестнице. Как-то так. На самом деле, если брать в общем, это просто постройка системы. Постройка системы, как в любой компании, где нужно наладить работу отдела маркетинга, менеджмента, финансов, юридической части. Но я считаю, что работа на SEO – это принимать решения. Каждый день приходится принимать как и сложные, так и легкие решения. Если их откладывать, то это может иметь какие-то последствия. Меня научили тому, что лучше принять плохое решение, дешево на нем научиться и потом уже более-менее понимать, что нужно делать в будущем. Но в целом это постройка системы и принятие решений. Но если брать в целом даже киберспорт и другой бизнес, они имеют свои специфики, но можно сейчас пойти, не знаю, допустим, продавать бензин или торговать цветами, но это все то же самое, постройка системы и принятие решений. На самом деле это интересно. Добавилось много новых вопросов, которые я сейчас решаю, потому что я до этого занимался маркетологом. И действительно, это такой парадокс, что многие маркетологи не сидят в тени, и даже люди не знают о их существовании. Было интересно, сразу много внимания, много обращений, интервью всевозможных. Много друзей сразу вдруг начало появляться после повышения, поэтому, скажем так, тоже был интересный период. Но в целом это даже больше вызов, скорее для меня. Вопрос даже не сколько в тени оставаться и выходить наружу, а сколько вызов прийти на новый этап и достигнуть цели, которые поставил как я для Hellraisers, так и для себя. Но в приоритете это все-таки расширить эту организацию, сделать ее более крупным игроком. Сейчас у нас даже команды тир-1, тир-2 уровня, только состав по КСу. Цель, понятное дело, сделать тир-1, заявить о себе в мире. План на самом деле наполеонский. Я делал план, который по развитию на следующие полгода-год. Очень много целей. Я надеюсь, что мне хватит и ресурсов, и команды, и желаний, и веры во все это, чтобы реализовать. Потому что, приходя на этот пост, ты все-таки хочешь как не только проявить себя и доказать, что действительно Hellraisers, в который я в свое время даже много вложил душу и вложил очень много усилий, они достойны занимать место на мировой арене. Поэтому, если просто сказать, то планы наполеоновские. Да, в планах у нас подписание нескольких составов. Давайте сразу расставим все точки над «и». Просто так подписать какой-то один состав, чтобы назваться мультигеймингом, это не про нас. Мы хотим зайти очень хорошо в другие дисциплины с тир-1 составами. Если у вас есть такие друзья, ребята, или вы же сами играете в тир-1 составе, вдруг смотрите это видео, моя почта всегда открыта, я отвечаю 24/7, поэтому пишите. Но приоритеты это Dota, Fortnite, рассматриваем также сейчас там Rainbow Six и другие дисциплины. Это очень непростое решение, потому что вроде бы кажется, что команд много, но это всегда, скажем так, интересный мув. Найти тех, кто действительно выстрелят, засветится и принесут былую славу организации Hellraisers. Ребят, честно говоря, это очень больная тема. Я этим вопросом занимаюсь уже 1,5 года. Активно начали заниматься месяца 2 назад, потому что начало уже поступать очень много запросов, когда магазин, когда магазин. Могу сказать следующее, что линейка мерча готова уже процентов на 90, и все остальные процессы также уже налаживаются. В течение месяца магазин будет 100% открыт. Я вам обещаю, я даю свое слово, что в течение месяца магазин будет открыт.
и вы сможете купить мерч. На самом деле мы даже подготовили пару интересных моделей, как одежды, так и всяких аксессуаров и игрушек, то, чего нет у других команд. Поэтому надеюсь, вам понравится. Ну, вы же знаете, я сколько лет с этим не занимаюсь, маркетингом, я стараюсь делать все для того, чтобы фанаты Hellraiser всегда были довольны и оставались вместе с нами. Мы ценим каждого из вас, поэтому, честно, я вначале делаю шоп для вас. Пока не собирались, но было такое в мыслях. Особенно, когда я посетил чемпионат Виплей, который был в Киеве, где мы участвовали. Заметил такую штуку, что иногда очень сложно скандировать наше имя. Особенно так Hellraisers. 3 слога это довольно сложно, даже по сравнению, если взять там Нави или там даже другие страны. Поэтому, да, у нас становился такой вопрос, пока еще думаем, не знаем, но в раздумье. Если, кстати, есть интересные вариации, на какое имя поменять, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Я зайду после видео, прочитаю, отвечу тем, у кого было самое интересное. А если там будет какой-то, очень бомбовый комментарий, от меня лично будет мерч Hellraisers, я целый пак соберу мерча и отправлю вам. Actually, it's not even difficult to keep them, but more difficult to attract them. Most of the companies don't understand what actually the esport mean. Moreover, they don't understand what actually sponsorship mean. And what I really found out working with the marketing in Hellraisers that when you're working with the sponsors with such a promotion as sponsorship, you don't get any kind of like a traffic. You mostly get a loyalty and brand awareness. This is what companies they do not calculate or they do not want to have it. But basically, I would say it's not hard, but you need to really work a lot to make them sure that this is the best way to invest their money into the esport. To start the esport organization, you don't need to study anything at all. What basically you need is just open-minded set with a bit of business set. And the understanding of the esports scene. Not much. I mean, you don't need to study esports somewhere in Spain or any other universities. It just will give you some kind of information general about the esport, but in my opinion, you don't need anything special to start the esport organization. Find 5 people who will believe in your dream, in your words, and that's all. First of all, it's deck of cards, because I'm a magician, and I mean deck of cards will be useful, even to entertain yourself or some animals in the zoo. Second one, I think, is, I don't know, I'll just take the deck of cards and that's all. I mean, who cares about anything else? Капитан Марвел, Бургер, Дота. Вот и без интернета. Только рэп. Узнать будущее. Ой, ни то, ни другое. Я боюсь высоты. Нет, не надо, нет. Игра престолов. Hellraisers. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Я постарался ответить на все вопросы. Если что, пишите в комментариях. Я продолжу отвечать на них именно в комментариях. Не забывайте, друзья, писать также ваши варианты ребрендинга Hellraisers. Самые интересные и креативные получат от меня призы мерча. Какие, уже узнают победители. До новых встреч. Всем пока.